Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала Ярпрут. Судя по комментариям, многим интересно, что же все-таки получилось при скрещивании самок цветного красного карася с самцами комет. Вот они на вашем экране. Проследив развитие гибридов от икры до взрослой особи и отсняв достаточно видеоматериала, я решил в этом видео показать вам результат проведенного эксперимента. Выклюнувшиеся из икры личинки поначалу были бесцветные, но вскоре окрасились. Как вы видите, окраска у них, как у родителей, бело-красная, с превалированием красного цвета. Все тело покрыто мелкими черными точками, как у самцов комет. Поэтому я вначале было решил, что гены комет победили ген карася. Однако торопиться с выводами было рано, и я терпеливо ждал, когда мальки подрастут. Зима вскоре закончилась, и мальки и их родители были пересажены из ПВХ бассейна в маленькие пруды с естественным дном. Как вы видите, часть мальков и вовсе не имела окраса. Я их отлавливал и пересаживал в отдельный маленький пруд. Хотя отобранные мальки и не имели окраса, плавники у них удлиненной формы, как у комет. У большинства окрашенных мальков плавники также удлинены. Еще обратите внимание на то, что у мальков, у некоторых, черные глаза. Это им тоже досталось от самцов комет, так как у самок карася радужка глаза серебристого цвета. Выпущенные в пруд с естественным днем караси и кометы опять дали потомство. Из-за мутной воды снять процесс мне не удалось. Однако я вылавливал мальков и сортировал их, окрашенных сажал в отдельный маленький прудик, неокрашенных в другой маленький прудик, ну а родители сидели в третьем. Мальки постепенно росли, рисунок и пятна на их теле становились более отчетливы. 5 мальков я отобрал для пересадки в аквариум в начале осени. Остальных оставил зимовать в небольшом прудике глубиной 1,2 метра с естественным дном для проверки способности гибридов к зимовке в условиях средней полосы России. Также в этом видео я хочу показать вам, как меняется окрас декоративных рыбок с их ростом. Многие, наверное, обращали внимание на то, что крупные карпы-кои стоят гораздо дороже мелких. Связано это не с дороговизной выращивания карпа до взрослой особи, а с тем, что постоянно происходит отбор и отбраковка неподходящей под стандарты особи. По мере роста окрас рыб значительно меняется. Рассмотрим это на примере моих гибридов, пересаженных на зимовку в аквариум. Обратите внимание на рыбку с 4 черными полосками на хвосте. Она также имеет полоску на спинном плавнике и несколько черных пятен. Также черную полоску на верхней губе и 2 пятна на спине. Запомните эту рыбку. Для удобства назовем ее зебра. Также обратите внимание на другую рыбку с вишневым пятном на голове между глаз. Кроме того, она вся покрыта черно-серыми пятнами. Назовем ее вишня. Как вы видите, в этой стайке есть еще одна рыбка с пятном на голове, только не между глаз, а ближе к спинному плавнику. Назовем ее пятница. Итак, мы имеем одну рыбку с 4 полосками на хвосте и 2 с вишневыми пятнами на голове. Запомним их и посмотрим, как эти пятна изменятся по мере роста. Кроме того, обратите внимание на то, что все мальки имеют удлиненный хвостовой плавник, как у комет. У одних это выражено ярче, у других меньше. На камеру видно плохо, но пятница, кроме того, имеет, как принято говорить в научной литературе, веретенообразную форму тела, в то время как остальные мальки более сплюснуты с боков. Более сплюснутая с боков форма тела характерна для карасей, а веретенообразная, бочковатая, для комет. Таким образом, часть мальков формой тела похожа на комет, а часть на карасей.
Также обратите внимание, что когда мальки были еще совсем маленькие, все они были покрыты маленькими черными пятнами, как кометы. Сейчас же они остались только у одной рыбки. У остальных они практически пропали. Итак, всю зиму эти мальки жили у меня в аквариуме. Кормил я их рыбьим комбикормом для сигалеток карпов, без добавок для улучшения окраса. Давайте еще немного понаблюдаем за этими рыбками сверху. За зимой наступила весна, и пришло время выпускать мальков обратно в пруд. Как вы видите, они значительно подросли с 3 см до 7 см. Давайте рассмотрим их поближе. Как вы помните, у нас было две рыбки, пятница и вишня, с пятнами на голове. Теперь же осталась только одна. Пятно у пятницы осталось, а у вишни такое ощущение, что большого пятна между глаз никогда и не было. Голова ее теперь равномерно красного окраса, без намека на вишневое пятно. Теперь обратим внимание на зебру. Из 4 полос на хвосте осталась одна полоса, длинная снизу, и еще одна короткая сверху. Полоса и пятна на спинном плавнике пропали, так же как и полоса на верхней губе и пятна на спине. В общем, тело ее осталось совсем без пятен. Теперь скажу пару слов о зимовке. Из всех оставленных на зимовку гибридов выжил только один, самый крупный, который выклюнулся в ПВХ-бассейне и который к началу зимы достиг 7 см в длину. Остальные, более мелкие его собратья, выклюнувшиеся из икры в маленьком пруде в середине лета, достигли 2-3 см в длину, и из них не перезимовал ни один. Возможно, потому что они не успели набрать нужный для зимовки вес и запас питательных веществ. Однако стоит отметить, что и зимовка родителей вышла не так просто. Из комет не перезимовал никто, а из карасей перезимовал только один, несмотря на то, что дно в пруду было естественное, и что некоторые в комментариях к видео про пленочный пруд пишут, что карасю для зимовки нужен ил, в который он может зарываться на зиму. Так что, как видите, и с естественным дном выживаемость карася оказалась низкой. Возможно, это связано с тем, что карась сингапурский, и для него это первая зимовка в жизни. Ну а сейчас, вы видите, я собираюсь выпустить наших подопечных гибридов, просидевших всю зиму в аквариуме, в маленький прудик, в котором лягушки уже успели отметать икру. Проводим стандартные процедуры по выравниванию температуры воды и химического состава путем доливания воды из прудика в бассейн с рыбками. Затем ждем некоторое время и выпускаем наших гибридов на их новое место жительства. В естественном водоеме много мотыля и других насекомых. Также много водорослей и водных растений, поэтому в пруду они растут намного быстрее. В естественном корме больше витаминов, поэтому иммунитет и здоровье рыбок намного крепче. А на этих кадрах стайка запущенных мною гибридов из аквариума присоединилась к единственному перезимовавшему мальку. Вот он крупнее всех, черно-белого окраса. По японской классификации такой окрас называется бико. Так и назовем эту рыбку бико. Это видео я снимаю на камеру с 60-кратным оптическим зумом.
поэтому так близко и детально можно рассмотреть всех рыбок. А прошлым летом я пытался снять беко на камеру мобильного телефона. И сейчас мы с вами можем сравнить эти отснятые кадры между собой. Что называется, почувствуйте разницу. Я заметил, что в аквариуме рыбки при виде тебя подплывают к поверхности, широко открывая рты, просят корма, так как голод заглушает инстинкт самосохранения. В пруду же много естественного корма, и те же рыбки не чувствуют себя вечно голодными, и, подходя к берегу пруда, я вижу, как они бросаются от меня в рассыпную и прячутся в глубине. Поэтому, чтобы снять хорошие кадры, нужен хороший зум. Я буду наблюдать за гибридами и дальше. И обязательно покажу вам все изменения. А также остался невыясненным вопрос о том, смогут ли размножаться рыбки, так как большинство гибридов получаются бесплодными ввиду генетических особенностей скрещивания разных видов. А сейчас вы видите, стайка прячется под плавающей на воде травой. Так вот и летом рыбки любят стоять под листьями кувшинок. Очень интересно наблюдать за цветущими на воде кувшинками и шныряющими между их листьями рыбками. Еще будет очень любопытно посмотреть, до каких размеров смогут дорасти эти гибриды. Как вы видите, беко всего на полгода старше своих собратьев, а по длине тела намного опережает их. Хотя он зимовал, в отличие от зебры, вишни и пятницы, которые сидели в аквариуме в это время и каждый день получали корм. А при зимовке, как мы знаем, караси, как и многие другие виды рыб, не питаются и не растут, а наоборот расходуют запасы, накопленные за лето. Ну а на этих кадрах вы видите единственного перезимовавшего карася, который весной выплыл в мелководную зону пруда, чтобы погреться в теплой воде на солнышке, так как на мелководье вода прогревается быстрее. Судя по огромному пузу, эта самка уже полна икры, и скоро может начаться нерест, поэтому мне надо позаботиться о том, чтобы подсадить к ней самцов цветного карася. Но об этом уже в следующих роликах. Также я вам расскажу о заморе в моем пруду и о других событиях. В общем, подписывайтесь, впереди еще много интересного. А если у вас остались какие-то вопросы по этому видео, пишите в комментариях. Я всегда постараюсь на них ответить.